Итак, ребят, я вас всех приветствую на своем канале. Тема расклада плана врагов на период коридора затмений. Тут, конечно, тематика очень даже интересная. Почему? Потому что многие из них, пардон, буду говорить как есть, подыхают. Другие судорожно мечутся по практикам, третьи под приворотами валяются, четвертые встретили свою якобы судьбу. Хотелось бы посмотреть в общем, да, ну и там кого покажут. У кого, так сказать, чешется в одном месте и людишки никак не успокаиваются. Но прежде чем я начну, всех приветствую, кто присоединяется к нашему эфиру. Всем доброго времени суток. Напишите, что по поводу качества звука и видео. И, собственно, прежде чем я начну, ребята, давайте так, сразу обозначим, да, до переправы. 21 числа, если мне не изменяет моя память, был мне совершен денежный перевод. Я прошу этого человека отозваться. Предоставить все данные, чтобы я понимала, что я общаюсь именно с этим человеком. И, хотя бы написать мне в личку. То есть, если этот перевод был на развитие канала, то, пожалуйста, подписывайте. Если же вы записывались ко мне, то есть на консультацию, то вы вообще никоим образом не написали мне в личку, просто перевели деньги. Дабы потом не было вот этих вот, да, нелепейших разговоров о том, что я собираю деньги и никому ничего не предоставляю из услуг. Чтобы вот этого бреда даже не намечалось, я прошу того, кто отправил перевод, связаться со мной в мессенджерах, которые указаны под каждым моим роликом и в описании канала. Опять же таки, если это было пожертвование на развитие канала, окей, с благодарностью вам. Если же вы желаете, чтобы я вас записала на консультацию, то мы сразу с вами общаемся. Потом вы оплачиваете, только потом мы проводим консультацию. Если кто-то думает, что он бросил денежку, его примут вне очереди, это большие заблуждения. Даже на акционные консультации и я не беру людей, тех, которых не хочу брать. Надеюсь, все меня прекрасно поняли и услышали. Поэтому, еще раз повторюсь, кто совершил 21 числа мне перевод на карту, которая указана также в описании моего канала, прошу вас мне отозваться. Так, еще что. Наше количество подписчиков растет. Не знаю, будет ли приурочена волшебная цифра к определенному событию, которое я надумала совершить, о котором я, естественно, не распространяюсь, а уже по факту вам продемонстрирую то, что мне очень давно хотелось продемонстрировать и явить в наш мир. Но не будем забегать. Во всяком случае, если так получится, я сделаю прямой эфир с ответами на ваши вопросы. Короче говоря, все впереди, под Новый год, без празднества не останетесь и без подарочек. Без подарочков от меня. И еще что.
По акционным консультациям актуально до 5 декабря. Все. Теперь поехали по раскладу, ребят. Планы врагов. Планы врагов. Давайте сразу посмотрим. Да нет, поехали. Планы врагов. Давайте-ка так и посмотрим. Ну, смотрите, здесь какой-то враг, который явно желает стать замужней дамой, либо дамой при статусе в плане финансов. Кто-то на погост к хозяйке кладбища ездил, кто-то ездил. Здесь какой-то ваш недоброжелатель пытается забеременеть. Тоже есть такое. И здесь какая-то барышня к кому-то путешествовала, дабы сделать приворот на мужика. Уж не знаю, на какого и для чего вам эта информация. Высший абсолют за этим всем наблюдает. Что с работой с этой? Работа вообще в никуда ушла. Об этом тоже были предупреждены люди. Вообще, ребятушки, у нас здесь барышня. Барыня-крестьянка, да? Та, которая из грязи в князи, скорее всего. Так. Возможно, что и это все сразу с вас хотелось стянуть. Но работа, ну, ни о чем. Она даже не запустилась. Так, планы врагов, господа товарищи. И мужики полезли. Люди из прошлого. Мужчины, женщины, друзья, товарищи, бывшие, соратники, коллеги, неважно кто. Стойте на границах своего пространства, так как люди будут пытаться влезть в него. Каждый со своим устоем, ваш монастырь. И знаете, с такими претензиями, предъявами, с нападками магического толка. Кто-то с хозяином кладбища работал и думает, что как-то это на вас что-то возымело действие. Но если разобраться в другом контексте, 2 женщины, 2 мужчины. Фортуну, удачи вашей хотели в свое время, но теперь они побежали, видимо, на перекрестке для себя поработать. До вас пока, ну, видимо, некогда им дотянуться, проблемками подзавалило. Потому что здесь люди-то в отработочке хорошие так засели. Здесь у людей, у ваших недругов проигрывается следующий аспект. Страхи, оморочки, иллюзии, употребление как наркотиков, так и алкоголя. Очень много мороков. Здесь человек, который борется сам с собой. Давайте я скажу так. Борются вот эти персонажи с вами только по той причине, что не хотят прорабатывать себя. Они не могут выйти из-под влияния той магии, от зависимости той магии, в которой они пребывали. Помимо магии, здесь люди окружены тайнами. То есть, знаете как? Они лгут, они предают лишь по одной причине. Они глубоко несчастные личности. Понимаете?
Вместо того, чтобы это все прорабатывать, они начинают искать третьих, четвертых, 98-х в очереди на главную роль виновного в том, что у них жизнь не такая, какую они себе хотят. И еще здесь идет мясорубка. В каком плане? Очень много замешано рыл. Одно поехало к другому, не получилось, поехало к третьему, понимаете? Друг на друга еще могут воздействовать, друг с другом пересобачиться. Ну, короче, возьмите крыс и киньте их в закрытое помещение. Знаете, да, что будет происходить? Они начнут грызть друг друга. У какого-то короля ни черта больше нет, все обнулено. Это из-за магии на него. Другой король пашет, работает, видимо, свои ресурсы, свои знания, свою магию себе хочет вернуть. Может баба проходить по рыцарю мечей, знаете, такая вот, как мужик в юбке. Борется со своими иллюзиями насчет того, что она знает больше истин, чем вы, допустим, позиционируя себя с родовой какой-то ведьмой. Женщина из вашего прошлого, с которой долго дружили, сейчас под большими проработками находится. В кошмарах, в стрессах, под влиянием сущностей, которые к ней приходят. И еще одна, которая пытается отвоевать вашу фортуну. Пытались на вас мороки накинуть, но работа обнулена это. Все, что касается вопросов фортуны, удачи в положительном аспекте по колесу фортуны, то, что раньше не получалось у вас из-за кармических долгов, из-за кармических проработок родовых сценариев и тому подобное, это обнулено абсолютом. И вам еще здесь помогают определенные силы в вашей магии. Что бы вы там ни делали. Ну, разумеется, если это по кодексу. Какие планы врагов? Вы знаете, мне хочется сказать, что здесь вот люди на данном этапе, кому-то, ладно, сейчас посмотрим. Вот включаете вы свет на кухне, и тараканы в рассыпную бегут. Завалило их же, ну, им не до вас. Хорошо подвыгребли, основательно подвыгребли. Это если общий контекст. Так, давайте посмотрим, какие же у них планы были. Кто? Во всяком случае, 3 мужика, 2 бабы, ребят. Теперь давайте посмотрим их планы по поводу вас. Не будем уже там слишком лезть в их... Хотя. Да, давайте их планы посмотрим. Именно по поводу вас. Ну, им хотелось бы вам на безденежье сделать. Здесь подклады в ваш дом могли быть, монеты могли подбрасывать, да. Кто-то мог вам непосредственно подарок вручить, который был заряжен на погосте, на кладбище. Некоторые из них потратились на то, чтобы сделать вам какую-то гадость, то есть заказная работа. Да, обращение было. Так, следующий момент. Их планы. Планы влезть в ваш дом, ребята.
Здесь такое ощущение, что некоторые из ваших недоброжелателей как будто заранее, то есть некоторое время назад знали о том, что вам предрешено, и это у вас воровали. Вы это себе обратно забираете, а они получают вот все то дерьмище, которое делано на вас было. Но, коль мы спрашиваем планы, да, глобальные их планы на вот этот период коридора затмений, то вот они и есть. Люди бесятся. Люди очень бесятся. А знаете, от чего бесятся? От того, какие новости они о вас получают. Возможно, у вас вообще все налаживается, у вас все замечательно, здорово, и они получают новости о том, что вы живете, радуетесь, не паритесь, не знаю, там, не испытываете никакого дискомфорта, вот того, на который они рассчитывали. И их это просто, ну, взбешивает. Еще, возможно, здесь... Понимаете, кто-то постоянно вас с ними сравнивает. Они как будто бы, если это не касается даже бывших вот этих всех любятинских аспектов, здесь, ребята, смотрите, основополагающее всех ваших недругов, это то, что здесь сам человек, помимо сплетен на вас, то есть это само собой разумеющееся, этот человек сравнивает себя с вами и понимает, что он не дотягивает до вас. Иначе бы он не испытывал гнев. Понимаете, в этом аспекте. И здесь человек готов, знаете, так, готов бы был, если бы была возможность, прям с пробуксовочкой на вас поднапрыгнуть. Почему? Потому что уже все, крыть нечем. Магия не работает. И помимо этого рушится все то несчастье, которое они так усердно с помощью этой магии создавали. Какие еще их планы? Очень интересно. И к чему мне это приурочить, собственно говоря? Кому-то здесь могли делать насмерть. Но здесь больше мне уже начинают показывать, понимаете, здесь даже сегодня как-то вот и планы их не важны. Здесь как-то показывают больше их характеристику. Здесь у людей потери, смерти идут, отсутствие работы. Что касается, вот понимаете, только сказала, 8 пентаклей и умеренность, сами понимаете, человек пашет, выхлопа, ну, в ноля, хорошо, если в ноля, а не в минус. Ой, некоторые из них мечтают ведьмами стать, что они как-то это все преодолеют, но дело в том, что здесь человек... Человек будет натыкаться на крадники со стороны других людей и со стороны иных миров. Он будет просто растерзан. То есть разворует и то несчастное, что у него там осталось, и что некоторых из них еще носят на этой планете. Понимаете, здесь как будто идет такое вот, я все равно типа стану ведьмой, я стану лучше, я буду знающей. Но при этом, при всем, здесь человек уже влез, так как не нужно влазить в магию. И снова туда же. Короче говоря, здесь у нас наркоманы. Наркоманы, которые не могут без дозы. Поняли, да? Сами понимаете, что из этого, ну, не каждый вылазит. Здесь будут поездки, здесь будут попытки как-то наладить связь с этими силами, чему-то научиться именно в магии. Власти, говорит, хочу. Это их всех касается. Но дело в том, что здесь
Их ожидают плохие известия. Смотрите, если были какие-то неудобные, конфузные ситуации до этого у них после использования несанкционированных воздействий магических на других людей, не только на вас, их как-то слегка похлопывали по плечу, я вам хочу сказать. Теперь пойдет новый уровень. Здесь болезни, здесь клевета, здесь опорочат, здесь предадут, здесь человек будет всегда совершать неверный выбор. И дело в том, что болезни такие, знаете, вот именно страдания, грусть, плохое самочувствие, большие неприятности какие-то, порицания в обществе идут. И причем эти препятствия вот непреодолимые, кризисом ложатся. И чем больше они к этой власти будут пытаться дотянуться, тем больше с них будут забирать ресурса. У каждого из них будет это по-разному идти. За теми, кто занимался любятиной, то есть привороты, вызовы, отвороты, пристально наблюдают. Но такое ощущение, что, знаете, вот они бегут, делают магию, ими пользуются темные энергии, темные силы. Их закидывают в трансформацию, они якобы должны сделать выбор в сторону повышения собственных вибраций. Каждый делает это по-своему. Через самопроявление, кто через религию и тому подобное. Но здесь люди продолжают все равно как-то, как будто, знаете, вот для галочки. Вот же ж, я типа исправился. Давайте поставьте уже эту галочку, и я возьмусь опять за то же. Мол, ладно, я типа покаюсь, боженька, прости. Так, давай ставь галочку, и опять мне все блага сюда сноси. Понимаете? Здесь опять сила и попытка привлечь к себе гедонизм, то есть чтобы жить не напрягаючись. Здесь у людей закрываются абсолютно все, понимаете, идет изоляция, медленная, но уверенная по всем аспектам их жизни. Работа, здоровье, семья, дети, путешествия, друзья. Здесь мир мертвых будет накрывать. Здесь такое впечатление, знаете, вот как... Не так, как цунами, да, идет. Волна за волной будет. Волна за волной. Вот они думают, все, вот сейчас я продержался эту волну, все тип-топ. Следующая, снова, еще раз. И так следующие 18 лет, мне кажется. Потому что здесь, понимаете, здесь как будто бы человек выпрашивает, но вот именно в этот коридор и до него, как я уже писала у себя в сообществе, учитывались 2,5 года, но это уже конкретно смотрели и наблюдали. Естественно, учитываются много какие аспекты, и не только ныне живущих. Это касается всех, кто по кодексу и кто без кодекса. Но, смотрите, здесь люди вляпались, они были предупреждены. Они лезут к тем силам, на работу с которыми у них просто нет, им нет чем платить этим силам. Они думают, что фак, не получилось, не удалось, мне нужно, как они считают, что поднять вибрации, это
обратиться к Боженьке, побить поклоны, пойти исповедаться у Падре, съездить в Ватикан, как вариант, да, ну для особо просвещенных, в кавычках. Но эти люди не понимают, что их такое поведение – это всего лишь закономерность, которая была предопределена более высокими энергиями. И они их, собственно говоря, вот так вот будут вести на убой. Ну, то есть учить. Кем-то попользуются темные, и люди не выдержат, ну, уйдут, свалят уже. Кто-то еще продержится. Потом в религию, либо еще куда-то. Здесь даже, знаете как? Здесь человеку перекрываются возможности по пентаклям, вообще все. Семья, бизнес, деньги, подъем по карьерной лестнице. Здесь люди пережрали чужого. Использовали то, что вообще им не принадлежало. То есть, сами знаете, да, всегда будет баланс. Если ты много взял, ты даже отдашь больше, чем ты взял. Здесь и мир мертвых потом проработает их. Здесь, знаете, как еще для некоторых из ваших врагов проиграется тот аспект, что даже предки, духи их рода будут им мстить. Здесь такое ощущение, что на весы справедливости будут становиться вот эти все их деяния. Почему? Сейчас объясню. Здесь люди пребывают в некоем, понимаете, здесь как показывает мне обратный отсчет, с чего все начиналось. Мне дальше не показывают. Закрыла на мир, на мир мертвых, и все. И поток пошел в откат. С чего начиналось? С того, что люди решили, что они вправе творить некую справедливость, руководить чувствами, семьями, разбивать пары, сводить, там кому кого выгоднее подсунуть, подложить. Все это было в тайне, все это было и под мороками, и с использованием эгрегора, особенно христианского, ну и остальные я тоже не отметаю, потому что эти люди хотели власти, потому что эти люди обращались к кому-то и считали, что если не станет вас и в их жизни, либо на этой планете, либо с вами что-то случится, это была их главная цель, понимаете, как идея фикс. Они, таким образом думали, что им станет легче. В общем, их заблуждения показывают. Сегодня расклад довольно-таки забавный. Здесь фальшь, обман, двуличие ради бабла было, понимаете, ради выгоды, ради какого-то успеха. Это касается не только отношений людей между друг другом, да в любых аспектах. Любовь, дети, семья, деньги, карьера, работа, не знаю, да просто вы идете по улице, и то, как вы относитесь к тому, кто наступил вам на ногу, понимаете? Так, планы. Что-то как-то не по плану у нас. Так, сейчас я хочу посмотреть вот именно на этой колоде, что у них там по психике, потому что у многих из них, крыша свинтилась к ебени. У них конкретный, диссонанс идет от того, что а как же раньше работало, а сейчас не работает, понимаете? Или вообще какого хрена вообще, что это происходит? Почему так происходит? Потому что я говорила ранее и повторюсь, люди не готовы к новым вибрациям. Понимаете? Просто не готово их сознание, не готова их психика, их мышление, их осознанность. Да много чего у них самих не готово. Давайте посмотрим, что там с психикой-то у товарищей. Что у них там за боль?
Думают, что на их пути нет преград. Хотя, в принципе, уже, ну, мир мертвых, именно и вот те, кого они вызывали, они уже здесь, в мире живых, так сказать. В их энергополе находятся. Они как будто бы, знаете, вот, ну, еще больше разбегаются перед тем, как, ну, головой в стену встрять. Прыгнуть в обрыв. Они не понимают, что для того, чтобы освободиться из вот этого всего, да, влияния на них, нужно от чего-то отказаться. Они не умеют останавливаться и оценивать. Они жадно хватают какие-то блага, боясь, не знаю, кто-то боится из них нищеты, кто-то элементарно. Да я буду с кем угодно, лишь бы не быть в одиночестве, понимаете? А быть в отношениях ради отношений нет. Дамы и господа, это дерьмо более не прокатит. Ну вот реально не прокатит. Людишки будут еще барахтаться, будут еще заключать браки по договоренностям, заключением вот этих всех юридических аспектов, брачные контракты. Это, как говорится, уже дело каждого. Но факт энергии, понимаете, которые идут дальше. Когда их ставят высшие силы на верный путь, они как будто бы его не видят, потому что они не готовы ничем жертвовать. Понимаете, они не готовы что-то отдавать и платить. Не знаю, в курсе ли вы, в своем интервью Сергей Бодров, если помните такого, сказал прекрасную вещь в свое время, что в этом мире можно получить абсолютно все, что ты захочешь. И вопрос в том, какую цену ты готов заплатить. И зачастую это не деньги. Понимаете? Вот эти ваши недруги, они не понимают этого. И для таких людей, допустим, информация о том, что в этом мире буквально скоро, ну, сравнительно скоро, не будет эгрегора денег, бумаг и денег, для них это, то есть, ну, взрыв башки произойдет, естественно. Здесь люди, которые копируют других, здесь люди, которые забирают ресурсы других людей, питаются энергией других людей, пользуются другими людьми, их чувствами, мыслями, эмоциями, их поведением, копируют, опять же таки, пытаются быть кем-то, но не собой, потому что быть собой – это отвага, это смелость, это, в конце концов, дерзость по отношению к обществу, потому как общество, сами знаете, оно у нас, ну, маленько недалекое, мягко выражаясь, особенно по отношению к тем людям, которые выделяются, особенно по отношению к тем, которые явно не такие, как и другие. Но это уже разность менталитетов, стран и тому подобное. Да, это тоже играет роль, но я говорю о славянах на данный момент. О состоянии менталитета славян. Да, не всех, но это имеет место быть. Здесь вот как они заставляли ждать. Заставят ждать высшие силы их, потому что высшие силы ждали от них, что они, глядя на вас, научатся отдавать, понимаете? А они только пользовались, опять откат пошел, опять откат в прошлое тянет. Здесь, ребятушки, хорошие мои, знаете, информацион-то не сильно открыта. И, видимо, на то есть причина. Ладно.
Все, я поняла почему. Угу. И они все равно, понимаете, вот смотрите, карта звезды, карта, допустим, высших сил. Вот это то, что было. Обращение, гедонизм, кайфажорство за счет других людей. Когда крали ваше время, ваше счастье, ваше доверие. Понимаете? Ваше здоровье, ваши способности магические. Да похеру, что они крали. Любой аспект. Это в прошлом. Их здесь прям, вот знаете, здесь пир темных сил идет. Пир темных сил. Эти люди все равно будут в состоянии повешенного. В состоянии семерки мечей, когда их будут обкрадывать. В состоянии, ой, не только повешенного, но и отшельника. Понимаете? Так что здесь не вопрос сегодня их планов. Здесь показывают планы на них у более высоких энергий. Вот так-то. А планы их на вас были не новые. Да, их будут очищать. Ну, понятное дело, что не все очистятся. И многие из них, как будто, понимаете, вот хотят вернуться в прошлое, Нет, должно быть вот так, раньше у меня получалось. Понимаете, как вот, ну, вот пластинка заела, да, и они одно и то же повторяют. Ему говорят: алло, все, не работает. Так мир, этот больше не работает. Нет, я вот сделаю так, чтобы заработал. Ну, то есть, знаете, с чем это сравнимо? Вот маленькие детки, которые суют палец в огонь. Ты их убираешь им руку, они все равно туда лезут. Ты убираешь, они лезут. То есть, ну, понимаете, что даже ребенок один раз, поступив так, второй раз не полезет. А вот эти товарищи, они так и делают. Эти люди, понимаете, закомплексованные, какие-то затравленные, блядь, родителями, потом обществом, ущербные, понимаете? Люди, которые не умеют, сколько бы им ни было лет, выражать все открыто. То есть здесь, понимаете, я проще буду, ну, как вариант, девочки и мальчики. Я лучше буду не расшатывать лодку, вылизывать пятки своей мамаше, тираничке, которая просто угандошила как личность человека. Но не скажу ей, что она меня колыхала, и как бы, ну, нам надо дистанцироваться друг от друга. Это не означает не любить мать. Это означает проработать себя и научиться защищать свои границы. Но для этого нужно принять свои страхи, комплексы, обиды. Это... И знаете, вот здесь по вот этим картам я хочу сказать, по вот сегодняшнему раскладу, еще несколько лет назад помогли бы психологи. Сейчас уже нужны психиатры этим людям будут. Естественно, для этого нужна осознанность, чтобы пойти и что-то предпринимать, даже по отношению к самому себе. Ребята, что по поводу вас? Во-первых, вы защищены. Многие из вас сейчас находятся в потоке получения новых знаний. За вами несколько иначе смотрят и высшие силы, и предки духи рода. С вашего пути устраняются все препятствия. Кто из вас помогает людям, у кого идет равноценный обмен? То есть сколько вы, столько вам. Если вы открыто, абсолютно нормально, допустим, даже общаетесь, а человек гадит и откровенно выказывает все признаки быдла неотесанного, понимаете? Вы просто отсекаете этих людей. Ну,
Но кто знает, вот давайте я вам сейчас объясню, как это работает. Сейчас, секунду. Элементарная ситуация. Все думают, это просто так. Вот я вам сейчас объясню пример магии. Вы что-то продаете на какой-то там площадке. В интернете к вам звонит человек, вы общаетесь, он хочет у вас что-то приобрести. И он говорит, допустим, там завтра до, за полчаса, как я буду, как вариант, я к вам, наберу вас и тому подобное. И вот приходит завтра, и человек в течение дня не звонит. Вселенной он говорит следующее. Мне как бы срать на время другого человека. Вселенная говорит, окей, значит, нам срать на твое время жизни. И что происходит в этот момент? Даже если вы не ждете этого человека, не перекраиваете свои планы, просто, у вас идет, как идет дальше ваш день, просто под конец дня вы сделали себе, то есть, человек так и не объявился. Ваши действия дальнейшие. Особо, понимаете, такие, кто помешан на бабле, допустим, кому надо что-то слишком продать, даже если не помешано, вот надо, да. Хотите, уступайте и говорите, Вселенная, я как бы с этим соглашаюсь, да, дальше этот человек звонит, допустим, там уже 16 раз на день, там, и тому подобное, только там через несколько дней, вы согласны сотрудничать, ваше право. Но вы Вселенной при этом говорите, окей, я как бы согласен на меня сливать вот подобное дерьмище, пока я не научусь уважать свои границы. Поняли? Надеюсь, понятно. То есть, если же этот человек вам звонит, вы, допустим, заносите его в черный список, он подговаривает своего там мужа, тетку, сестру, позвонить вам, и те вам еще лгут, уличите их во лжи. Тем самым вы показываете Вселенной, что я не готов и не собираюсь принимать даже на вот таком вот мелком уровне вот это быдло в свое пространство. Как только вы это сделаете, автоматически эти люди становятся до поры до времени, там в зависимости от уровней многих осознанности, духовности, если хотите. Короче, смысл в том, что эти люди становятся отводом негатива от вас. Вот так это работает. Вы солгали и думаете, это прокатило? Нет. Чем больше человек молчит и знает, что вы солгали, тем больше вам пиздец прикатит. Вот и все. То есть здесь люди выбираются. Здесь уже мне показаны люди, которые идут за знаниями, вам дают эти знания, вы делитесь в правильном аспекте с другими людьми и выбираетесь из одного, допустим, пространства в другое кто-то, из каких-то, понимаете, таких аспектов, которые были гнетущими для вас. Это окружение, это ненавистная работа, не та страна, не тот город, не те друзья, понимаете, не тот шкаф в коридоре, который меня бесит своим цветом. У каждого из вас это будет свое что-то. Но это не отметает тот факт, что вам нужно обдумывать свои цели, свои направления и свое развитие. И не позволяйте другим людям хоть маломальски прогнуть ваши границы. Особенно вот даже на бытовом уровне. Понимаете, о чем я? Если человек сказал, я приеду через полчаса, звонит через 5 минут и говорит, я как бы уже вот под подъездом там выходи, да, или там к дому подъехал, это нарушение ваших границ. Если человек сказал, я перезвоню через 5 минут и не перезвонил, он крадет ваше время. Это нарушение ваших границ. Причем зачастую эти люди пытаются еще создать вид того, что это вы какие-то не такие, и это вообще в норме. Обещать и не выполнять эти обещания. Так что
Ну, тут я уже вижу, что осознанность. То есть те, кто вот в этом всем как бы, ну, держат границы, тем более люди, у которых есть знания, которым даются они, вот у вас будут вот эти уроки сейчас проходить. То есть человек соврал вам, а вы задаете ему напрямую вопрос: а зачем вы мне лжете? Вот мне на днях такой один клоун говорит: а что тут такого? Я говорю: ничего, вы просто быдло, я с быдлом дел не имею. Все. Понимаете, в чем, ребята, суть? Подпишитесь мне, в курсе ли вы и поняли ли вы, о чем я здесь вещала. Мирослав Макаш. Вот эти карты – это диагностика того, кто вы и что вы за человек. Вы заблокированы. Продолжаем наш расклад. Я долго наблюдала за этим цирком со стороны того, кто сидит по ту сторону экрана под этим ником. Остоебла. Все, хватит. Едем дальше. На хаш Таро, ребятушки. Причем, чтобы вы понимали, я даже в прямом эфире, когда могу говорить, я просмотреть могу на картах того, кто мне пишет. И не озвучивать этого. Так я уже делала не раз. В этот раз просто озвучила. Итак, на хаш Таро, ребята, я хочу посмотреть следующий аспект. Что вам вот летит, и надо ли вам оно вообще, либо же вам сконцентрироваться на более, ну, более высоких целях. Давайте на вас. Ну, вы понимаете, когда нападать, когда отступить, не тратить энергию лишний раз. У кого-то ключи в общении с 15-м арканом хорошо идут, на кого-то из вас крадники по 15-му, на кого-то переклад алкоголя, желание самоубийства, чтобы вы совершили, как бы сами себе это надумали. То есть будьте внимательны, скука, апатия и тому подобное. Вы от этого все равно освобождаетесь. По сердечной чакре, если были вот эти все каналы и подключка и тому подобное, все это убирается. Давайте, что вам подсказки? Господа, давайте так. Берите и срывайте маски. И не бойтесь того, что вам откроется. То есть, если проще, не бойтесь разочароваться в человеке.
в любом из вашего окружения. То есть узнали ли вы, что вам там изменяют, либо что подруга за вашей спиной там сплетни о вас распускают, подставляют вас на работе. Не бойтесь вот этого, знаете, некоего стресса, адреналина, да, из-за того, что вот вас выводят из зоны комфорта. Вот пересмотрите свое отношение к этому всему. То есть здесь даже очень хорошо, если есть этот стресс и выход из зоны комфорта. Если такое в вашей жизни происходит, вас высшие пытаются куда-то вывести. Всевышний вас просто выводит на лучшую ступень вашего сознания, развития, будущего. Здесь будут товарищи, которые попытаются присоседиться на силу вашего рода. То есть вот эти вот выдыхающие начнут цепляться за ваши родовые ветки. Соответственно, внимательно изучаем, смотрим хотя бы сатью. Читаем, я не знаю, что хотите, как выстраиваются достойные отношения с людьми. В союзе, в любви именно как в паре, в союзе с друзьями. Понимаете? Не надо привязываться слишком. Потому что будет много желающих своровать то, вот знаете, как просто пиявкой подцепиться и прожить эту жизнь. Работайте над своей родовой системой. В принципе, здесь карты подтвердили все то, что я только что озвучила. Уходите от иллюзий, не нужно бояться, что если что-то разрушилось, то вы не выстроите нового, не успеете, не сможете, не найдете человека, понимаете? Все это, ну, вот это и есть мороки на самом деле. И вот здесь четко, конкретно, девочки. И мальчики тоже. Смотрите, с кем вы спите. Это очень важно, кого вы вообще подпустите к себе, потому что здесь по нижним чакрам прям пробой будет. Если не с тем человеком в это все и не так, как, ну, правильно вы влезете. Потому что здесь прям подцепки на нижнюю чакру, что-то скинуть, понимаете? То есть люди могут быть больны, допустим, да, какими-то венерическими заболеваниями. Здесь, допустим, те, кто уже должен умереть от этих проблем, попытается на вас перекинуть. Вам нужно держать в этом плане оборону. Магия вам в помощь по поводу того, что вы собрались создавать, во что вы вкладываетесь. Ну, ребят, здесь развитие уже идет на ментальном плане, а для этого нужно выйти на астральном плане в нуля. Ну, то есть проработать астральный план и выходить на ментальный. Магия вам будет в помощь. Иначе будут штрафовать по нижним чакрам, по защитам до тех пор, пока вот здесь реально как-то вот выстраивать свои границы. Понимаете, не нравится? Вот я же сейчас вам объясню на примере. Пишут вам комплименты, заливают в уши. А вот вы нутром чувствуете говнина. И неважно, знаете вы, видите или не видите, почему вот у вас вот такое ощущение. Все, дистанцируйтесь от этой говнины. Все очень просто на самом деле.
Здесь кто-то на новый уровень выходит. Сознание, осознанности и очень многих аспектов. Здесь прям знания будут даваться. Кто-то еще будет прорабатывать, здесь для многих информация идет, девочки, кто-то из вас будет прорабатывать аспект, почему, как на сердечные чакры, да, на сердечную вашу чакру, и мальчики тоже влияло. Именно знания вы будете получать о том, почему, от кого вы когда-то были зависимы, для чего, с какой целью, почему вы совершили этот выбор, почему вы уступили, понимаете? Кто-то будет прорабатывать из вас еще, а те, кто уже выше, по вибрациям, здесь у вас переход на новый уровень. Просто очередные уроки, но на новом уровне. Здесь пытаются вас закрыть. Здесь пытаются вас закрыть, чтобы вы как будто сами себе надумали, что вы какой-то не такой, что вот, ну... Да мне это показалось. Вот сколько у меня, знаете, было таких людей, в учениках даже, которые сомневались в своих способностях. А по факту, вот то, как я вижу, да, людей и могу видеть, и многие аспекты, что дано, допустим, там, и в ауре, и на планах, на разных. А ты смотришь, а там один человек 50 стоит. Но, то есть здоровый эгоизм, здоровая любовь к себе, она должна здесь присутствовать. Не пытайтесь никому вот это вот позволить вам это навязать. Здесь, понимаете, здесь прям могут пробивать вас, пытаться ваш свет убрать, закрыть, да. Ну, тут будет все по справедливости, это будет разрушаться. Это для кого... Работа с богами, с разными силами на ура у вас пойдет. Смотрите, те, кто это, ну, знает, что идут атаки, допустим, но вы во всеоружии, вы в теме и просто идете дальше, у вас это попроще будет, закрываться этот урок. Кто еще этому подвластен, будете учиться прорабатывать, предки, духи рода и мир мертвых вам поможет вырулить из этой ситуации. И здесь сотрудничество с разными богами, божествами, в общем, кому какие там нравятся, у кого с кем там какие наработки, это уже смотрите сами. Так что планы врагов. Здесь надо переименовывать название нашего ролика на сегодня, ребят. Здесь, знаете, как планы высших сил. И на вас мы посмотрели, и на ваших недоброжелателей. А пытаются сделать то, что и пытались, в принципе, раньше. У кого-то на это вообще уже нет сил, они загибаются. После коридора затмений будет более-менее все немножечко, на чуть-чуть понятно. Там буквально зазор на 14 дней будет до следующей волны вот такой энергетической. Вот так-то. Теперь я почитаю, что вы писали. Это замечательно, что мы с вами ржали в вашем сне. Обраточки сейчас летят всем, абсолютно всем, даже осознанным, если есть где-то какой-то затык, непроработка, либо вы просто внимание свое. Знаете, как проверочка на вшивость, даже в мелочах вот таких вот. Итак, ребят, замечательно, что у большинства моих подписчиков уже даже срабатывает чуйка, хотя я не предупреждаю о эфирах. Вы знаете, я думала над этим вопросом, но не люблю я привязываться ко времени. Вот у меня шибануло, пошел поток, все. Поэтому, ну, смысла нет мне выставлять вот эти предупреждалки. Может, когда-то и будут.
Еще раз повторюсь, господа товарищи, 21 числа был совершен перевод денежный на мою карту. Если это была благотворительность, прошу вас, напишите мне об этом. Если кто-то желает на консультацию, но как бы со мной никто не связался, просто отправили деньги. Тоже, пожалуйста, свяжитесь, данные есть под каждым роликом и в описании моего канала. Так что вот так вот. Ну а так, в принципе, девочки, мальчики, на новогодний расклад запись открыта. На ритуалику, на Йоль запись открыта. И на консультации еще до 5 числа есть места. Кому нужно, обращайтесь. Засим всем осознанным добра этого мира, всем остальным того, что заслужили. Всем пока-пока.